Давайте поговорим о том, что волнует каждого из нас. Например, о здравоохранении. В Беларуси острый дефицит врачей. Для нормальной работы больниц в стране не хватает до 4000 медиков и около 3500 медсестер и медбратьев. Это значит, что врачи и медсестры работают в 2 или даже 3 смены. А это значит, что однажды у дежурного врача может не хватить времени для спасения жизни кого-то из наших близких. Это значит, что в одну из деревень может не доехать скорая помощь. Нехватка врачей – это угроза для каждой семьи, каждого белоруса. Недавно больница в Верейках, которая обслуживает более 20 населенных пунктов Волковыского района, оказалась под угрозой закрытия. Там просто некому работать. Давайте поговорим об образовании. Недавно мне в Инстаграм написала женщина из небольшого города. Она работает в местном кафе, а до недавнего времени 15 лет работала учительницей. Ей сложно было расстаться с учениками, но условия работы в школе стали невыносимыми, а зарплата не позволяла позаботиться даже о собственных детях. В Беларуси не хватает учителей в школах, преподавателей в университетах, воспитателей и нянь в детских садах. Как государство предлагает решать эту проблему? Тонны бюрократии, с которой учителю предлагается работать по ночам и в выходные, идеологические часы, необходимость сверять и постоянно перекраивать школьную программу в соответствии с новыми методичками. Неудивительно, что освободившиеся места опытных педагогов не спешат занимать даже те, кто вчера получил диплом по специальности. Давайте поговорим о сфере торговли. Ведь каждый из нас ходит в магазин или на рынок. И мы замечаем, как по утрам в магазинах переклеивают ценники, а соотношение цен и зарплат становится издевательским. Как государство предлагает решать проблему на этот раз? Запретом на повышение цен, который только усугубит экономический кризис. Предприниматели не смогут платить зарплату продавцам, расплачиваться с поставщиками и арендодателями. И единственным выходом для множества торговых объектов станет ликвидация. На прошлой неделе предприниматели в самых разных городах Беларуси не вышли на работу. Ведь новые запреты – это еще и новые проверки, новые штрафы, новые уголовные дела. А главное – отсутствие внятной информации о том, как уберечь себя от преследования. Недавно предпринимательница из Полоцка собиралась подать коллективный запрос о разъяснении закона. И чем ответило государство? Женщину арестовали на 30 суток за желание получить ответ на простой вопрос. Все эти истории не о политике. Они о людях, которые хотят достойно жить, работать, получать зарплату, приносить пользу обществу и заботиться о близких. Но на каждом шагу они сталкиваются с запретами, угрозами, унижением и хамством. Эти истории о людях, без которых ни одно государство не сможет функционировать. Поэтому в демократических странах няня в детском саду приезжает на работу на собственном автомобиле. Медсестра работает не более 40 часов в неделю и в свободное время путешествует вместе с семьей, а не копит деньги на новую куртку. Эти истории об уважении, на котором строится общество. И наша страна не должна быть исключением. Беларусь — это достойные люди и востребованные профессионалы, а не обслуживающий персонал для силовиков. И процветающая Беларусь начинается не с приказа, а с базового уважения к каждому человеку.